Всем привет! С вами Россия Горжусь, и это наш 4-й выпуск про оружие российской армии. Ссылка на предыдущие ролики в описании к этому видео. Сегодня познакомим вас с популярными беспилотниками Lancet и комплексом Пересвет. На военно-техническом форуме «Армия-2019» концерн Калашников представил свой первый барражирующий боеприпас беспилотный летательный аппарат Lancet, способный осуществлять разведку и атаковать назначенную цель путем прямого попадания. Барражирующий боеприпас – тип беспилотных летательных аппаратов с интегрированной боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения соответствующей команды от оператора или выполнять задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом. БПЛА Lancet оснащен собственной системой навигации, способной определять координаты по разным источникам и объектам. Полет и наведение на цель могут осуществляться как под управлением оператора, так и самостоятельно. Возможно применение комбинированного режима. В комплекс входит операторский пульт, обеспечивающий прием и обработку данных, а также передачу команд на боеприпас. Аппараты оснащены электрическими моторами неназванного типа. Двигатель помещается в хвосте фюзеляжа и соединяется с толкающим винтом. БПЛА Lancet-3 весит 12 кг и несет 3 кг боевой части. По своему могуществу боезаряд БПЛА эквивалентен артиллерийским снарядам средних калибров. Подрыв осуществляется при помощи предконтактного взрывателя. В полете беспилотники Lancet способны развивать скорость до 110 км в час. Беспилотники Lancet способны в течение 40 минут находиться в заданном районе и искать цели, после чего уничтожать ее. Это упрощает ведение разведки и нанесение ударов. При этом не исключается совместное использование одноразовых беспилотников и разведывательных машин. Разработчики утверждают, что за счет высокой маневренности беспилотники в полете способны имитировать даже поведение птиц, запутывая противника. Это серьезно затрудняет поиск и идентификацию барражирующих боеприпасов, а также последующих их уничтожение. Комплекс Lancet включает минимальное необходимое количество средств и прост в эксплуатации. За счет этого, как утверждается, атака при помощи барражирующего боеприпаса обходится существенно дешевле, чем применение самоходной артиллерии с управляемыми боеприпасами. Малая стоимость обеспечивает еще одно характерное преимущество. Оно упрощает организацию массированных налетов, направляемых на перегрузку ПВО противника. Беспилотник обладает противолазерной защитой, в результате чего даже самое современное лазерное оружие не способно поразить его. Поэтому разработчики уверяют, что перехватить или уничтожить Lancet практически невозможно. Этот вид вооружения еще весной 2018 года представил миру лично президент России Владимир Путин. Однако с момента презентации первой в истории боевой лазерной установки прошло более 4 лет, но Пересвет до сих пор остается одной из главных тайн российского военного арсенала. 11 октября греческий портал военной и политической информации ProNews сообщил, что спутники Илона Маска Starlink, при помощи которых ВСУ поддерживают связь между подразделениями и наводят свою артиллерию и ракеты, были поражены русским лазерным комплексом Пересвет. О наличии перебоев в работе системы спутников Starlink ранее сообщала Financial Times, не раскрывая причин. Соединение с сетью Starlink, писало это британское издание, упало сразу в нескольких областях – Харьковской, Запорожской, Херсонской, а также в ряде территорий ДНР и ЛНР. Военные эксперты все чаще говорят о приближении эры оружия с новыми физическими принципами. И с этим сложно поспорить, так как подобное оружие постепенно становится основой высокотехнологичных армий. Прежде всего отметим, что информация о современном вооружении засекречена. Тем не менее, некоторые данные все же имеются в открытом доступе. В частности, известно, что комплекс Пересвет предназначен прежде всего для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Принцип действия установки основан на засвечивании и выведении из строя оптических систем мощным лазерным лучом. К примеру, когда ракета с головкой самонаведения выходит на цель, она сравнивает имеющиеся у нее картографические данные с особенностями местности и затем наводится на цель. Если в этот момент она будет ослеплена, то наведение на цель не произойдет, фактически ракета будет выведена из строя. Также, по оценкам экспертов, Пересвет может использоваться для маскировки стартовых позиций межконтинентальных
интерконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, установка может быть эффективна в борьбе с беспилотниками. Более того, Пересвет способен ослеплять даже военные спутниковые системы разведки, расположенные на орбитах до 1500 километров. В 2018 году США даже обвинили Россию в выведении на орбиту спутников-истребителей с лазерным оружием. Однако достоверной информации об этом нет. Официальные работы над Пересветом полностью не завершились. В настоящее время продолжается повышение мощности лазера и разработки его меньшего по габаритам варианта, который сохранит те же характеристики.